Всем привет, дорогие друзья! Удобно расположились палисадники рядом с красиво цветущим растением, которое называется сапонария. Или еще в простонародье ее называют мыльница или собачье мыло. А почему так называют? А потому что это растение содержит сапонины. А сапонины – это как раз и есть то самое едкое мыльное вещество. Кстати, очень душистые цветочки, потерев которые в ладонях, вы слегка можете ощутить этот мыльный, именно мыльное такое скольжение. Итак, мыльнянка. Дело в том, что свое необычное название мыльнянка получила благодаря нестандартному свойству ее отвара сильно пениться. В старину корни мыльнянки использовали вместо мыла. Если их измельчить, добавить воды и хорошенько взболтать, получался мыльный раствор. В народе мыльнянку также называют другими названиями: лунная пыль, мыльная трава, собачье мыло. А в детстве вы, наверное, видели, как дети любят хлопать этими цветочками, поэтому и называли ее хлопушкой. Жителям европейской части России очень повезло. Именно здесь произрастает это лекарственное растение. Также его можно встретить на Кавказе, в Западной Сибири, Центральной Азии и в Европе. Соответственно, жители этих регионов имеют прекрасную возможность заготавливать коренья мыльнянки. Мыльнянка – растение многолетнее, встречается в естественной природе, но при этом часто встречается на клумбах и в садах. Посмотрите, как пышно оно цветет. Известно около 10 разновидностей этого цветка. Мыльнянка относится к семейству гвоздичных. Высота растения от 30 см до 1 метра. От одного корневища выходит несколько стеблей. Они могут быть как гладкими, так и немного шероховатыми, с коротеньким пушком из коротеньких ворсинок. Листья продолговатые, овальные или заостренные. Листья могут быть как крупными, так и мелкими. Цветы могут достигать 5 см в диаметре. Растут крупными соцветиями. Но у сапонарии больше всего собирают листья и корневища. Смотрите, я специально сорвала корни сапонарии. Вот она, сапонария, куст. И вот такие у нее красные корни. Вот эти красные корни и собирают в лекарственных целях. Красный мыльный корень, именно так их называют, это эффективное средство от застаревшего хронического кашля. Дело в том, что мыльнянка – настоящая кладезь разнообразных полезных веществ. В ней имеется аскорбиновая кислота. Все мы знаем, что это такое, для чего она нужна нашему организму. Витамин С жизненно необходим для нас не только в периоды болезни и недомогания. Для поддержки иммунитета этот компонент просто незаменим. Сапонины. Именно эти вещества придают корню мыльнянки ту самую мыльность и пенность. 32% сапонинов. Однако это не единственная их функция. Сапонины прекрасно разжижают мокроту, тем самым помогая очистке бронхов, помогают нормализации работы кишечника при запорах. Кроме того, они помогают другим веществам лучше усваиваться организмом. Гликозиды используются для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Алкалоиды
Спектр их действия невероятно широк. Противогрибковое, противовоспалительное, антисептическое, противокашлевое, обезболивающее, сосудорасширяющее действие. А какие же болезни может побороть отвар или настой из корня мыльнянки? Вообще-то перечень их достаточно широк. Бронхит, поскольку обладает отхаркивающим действием. Желтуха, да, это желчегонный препарат. Водянка, отеки различного характера. Настой корня мыльнянки, как и отвары из белой акации, очень действенное мочегонное средство. Болезни, связанные с нарушением обмена веществ, ревматизм, ну и многие другие. Мыльнянка также ценится как действенное кровоочистительное средство и входит в состав таких сборов. Вот несколько рецептов вам на заметку. Первое. Средство-отвар, которое поможет при заболеваниях печени, экземах, ангине или бронхите. Для его приготовления берется 10 граммов высушенного корня мыльнянки, заливают 1 стаканом крутого кипятка и провариваете на медленном огне 5 минут. Затем даем отвару остыть и аккуратно процеживаем. Употреблять его нужно по 70-100 грамм 3 раза в день, а можно им же полоскать горло. Еще один рецепт – это водный настой, который поможет при болезнях, связанных с нарушением обмена веществ. Готовится он достаточно просто. Измельченный корень или готовый порошок красного мыльного корня заливается горячей, но не кипящей водой и настаивается в течение суток в темном месте. Затем полученную массу следует процедить, употреблять в зависимости от проблемы по 100 граммов 2-3 раза в день. В косметологии используются ванны, примочки, настои из корня мыльнянки. Они помогают активно бороться с проблемной кожей, устраняют некоторые виды лишая и экземы. Из порошка корневища растения готовят домашние лечебные мази и маски. Этот цветок, он очень хорошо растет и в дикой природе в средней полосе России, а также у многих растет в садах за его пышное цветение. Если вы хотите цветение продлить, то надо вот эти вот соцветия, отцветшие, просто-напросто взять и обрезать. Берете ножнички и чикаете там, где начинаются новые цветочки. И вид улучшается у сапонарии, и вы даете возможность новым цветкам вырасти, зацвесть и радовать вас и дальше своей красотой. Ну а сапонария, чтобы вы могли ее отличить, она чем-то, конечно, напоминает флоксы, строением стебля, супротивные листья парные, а то и по нескольку маленьких листиков выходят. Листья, возможно, яйцевидные или с острыми кончиками. Вот такие листики. И на верхушке возникает соцветие. Отцветает, и идут боковые побеги, опять-таки с цветочками. Вот видите, готовится расцвести. Но не волнуйтесь, мы прикопаем это растение, и оно будет хорошо расти. И вот именно этот кустик еще и зацветет, поскольку это растение очень живучее, очень. Размножается легко, просто делите от куста, отделяете часть куста, и вот здесь у него идут новые почки, это побеги. Чтобы они быстрее пробудились, можете срезать верхушку, оставив несколько листиков. Вот. И вот это создание посадить. Смотрите, какой у него корешок.
А осенью, в ноябре, вы можете собрать корни сапонарии, хорошенечко их промыть, просушить, измельчить и делать настои, поскольку сапонария очень хороша как отхаркивающее средство и выводит мокроту даже застарелую. То есть то, с чем могут не справиться лекарства, сапонария с этим легко справляется. Ну, раз уж я заговорила о лекарственных свойствах сапонарии, не забывайте, что сапонария – это все-таки ядовитое растение, и поэтому, если вы собираетесь использовать рецепты сапонарии, то посоветуйтесь с фитотерапевтом. Вот. Фитотерапевт вам подскажет, какая дозировка будет для вас безопасной и принесет только пользу. Кстати, корни этого растения можно готовить из них настой холодный на горячей воде, сутки постоит в темном месте, и можете споласкивать волосы вместо бальзама-ополаскивателя. Вот вам природное средство, которое очень хорошо для ваших волос. То есть сапонария используется также в косметических целях. Запомните, корешок имеет такой красноватый вид. Вот. И сбор в ноябре. Ну вот, дорогие друзья, все, что я вам хотела рассказать об этом замечательном растении, которое растет у нас в саду. И, кстати, в палисаднике, и, кстати, сюда его посадила моя мамочка. Она приезжала на год, жила здесь год, и познакомилась со всеми тут известными и неизвестными садоводами, и они с удовольствием поделились с ней саженцами растений, которые она посадила, и теперь вокруг всего дома у нас очень много сапонарии. И в интернете я видела фотографии, что сапонария даже растет в диком виде. Она успешно конкурирует с сорняками, поэтому если вы не знаете, чем засадить ваш участок так, чтобы не росли сорняки, а росли красиво цветущие растения, сапонария очень подходящий вариант для садоводства, для цветоводства. Ну вот, дорогие друзья, все, что я вам хотела сказать про это удивительное растение. Всем пока, будьте здоровы и молоды душой.